До сих пор во многих, даже самых продвинутых умах западного мира, давно уже покупающих себе флагманы Huawei или Xiaomi, ноутбуки Lenovo и бытовые приборы Haier, все еще сохранился стереотип о том, что Китай – это страна дешевого копипаста, которая радуется всему зарубежному и пытается это тут же скопировать, чтобы продавать за копейки. В представлении многих китайцы – это какие-то пещерные люди, которые едят младенцев, круглосуточно работают на фабриках за еду и мечтают захватить Сибирь. И все это под строжайшим и неусыпным контролем коммунистической партии. Ставьте лайк, если хоть что-то из этого вы когда-нибудь слышали. Всем привет! Меня зовут Ленка. И сегодня я хочу рассказать о 8 самых лохматых байках и заблуждениях про современный Китай, в которые вы, скорее всего, до сих пор верите. Хотя, заблуждениях ли? Вот сейчас и узнаем. А я надеюсь, что после просмотра этого видео вы сможете взглянуть на Китай совсем другими глазами. Китайская цивилизация – одна из древнейших в мире. Письменные источники охватывают период не менее 3500 лет. История Руси начинается всего 1160 лет назад. Современная Китайская Народная Республика занимает 3-е место в мире по размеру территории, уступая лишь России и Канаде. При этом в Китае всего 1 часовой пояс, хотя фактически их 5. Но время по всей стране приравнено к столице – Пекину. Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по паритету покупательной способности. Но если поделить все это на душу населения, то показатели не такие радужные. 70-е место в мире. А все потому, что население Китая в 2021 году достигло 1 442 миллионов. Это 1/5 всего населения планеты. И первое распространенное заблуждение состоит в том, что Китай – это рынок дешевой рабочей силы, а бедные китайцы как рабы работают по 16 часов в сутки и получают за это сущие копейки. Да, когда-то так и было. Но последние десятилетия уровень жизни в Китае очень сильно изменился. Даже сами китайцы стали переносить свои производства в более бедные страны, типа Вьетнама или Таиланда. Средняя годовая зарплата китайцев в 2020 году составила 97 379 юаней. Это больше 1 миллиона рублей в год, или 94 тысячи рублей в месяц. Средняя зарплата россиян в 2020 составила 51 344 рубля. Почти в 2 раза меньше. Но средняя зарплата – это же как средняя температура по больнице, где директор зарабатывает 90, рабочий получает 10, и в среднем они зарабатывают 50. Да, и в Китае, конечно, так же, поэтому давайте сравним зарплаты по отраслям. А в России самые низкие зарплаты в сельском хозяйстве и на производстве. Самые высокие – добыча нефти и газа. Ученые, в том числе в области исследований, зарабатывают на треть меньше финансистов и почти в 2 раза меньше нефтяников. Учителя в 3 раза меньше финансистов, а максимальная разница между нефтяниками и производством одежды в 7 раз. В Китае же заработки ученых даже чуть выше, чем у финансистов. Самые высокие зарплаты в сфере программного обеспечения и IT. Самые низкие также в сельском хозяйстве. На наши деньги 56 тысяч рублей в месяц. Разница между самой большой и самой низкой зарплатой в 3,5 раза. Не такой уж и большой разрыв по сравнению с Россией. Работают они не намного дольше, чем русские. В России в среднем на одного работника приходится почти 38 рабочих часов в неделю. В Китае 41,8. То есть в день на полчаса больше. Единственное, чего у китайцев нет, так это пособие по безработице. А еще обратите внимание, где выше зарплаты, какие сферы приоритетные. Технологии и научное развитие. Это стержень политики коммунистического Китая и причина их успеха. За их экономикой стоит наука. Как это было в 80-е в Южной Корее или в Финляндии в 90-е. В Америке изобретатель получает материальную выгоду от своих достижений.
А китайцы максимально переняли у США методы привлечения талантливых людей и поощрения их работы. Второй миф. Китай – это страна исключительно дешевых подделок. Они не признают никакие авторские права и патенты, не умеют придумывать ничего своего, а только копируют. Безусловно, в Китае делается множество копий или подделок под знакомые нам вещи. Стоит только где-нибудь, в любом уголке мира появиться хорошему товару, и на следующий же день его копию можно будет заказать на AliExpress. И судиться с ними бесполезно. Не потому, что у китайцев нет законов в области авторского права. Просто для того, чтобы китайский закон защищал ваши права в Китае, нужно зарегистрировать свой товар в Китае. Вообще определенная логика в этом есть. Сегодня далеко не каждая китайская копия – это криво сшитый абибас или непонятно из чего собранная нокла. Сплошь низкое качество можно уже считать мифом. Китайцы производят изделия любого уровня качества, в зависимости от спроса. И если насчет смартфонов и другой техники приверженцы любимых брендов еще готовы спорить до боли в горле, то мало кто поспорит с тем, что китайская компания DJI является безусловным лидером в области съемочного оборудования, дронов и стабилизаторов. Лучше, чем DJI, их не делает никто. Высокотехнологичное китайское оборудование и элементы сетей 5G конкурируют, а то и опережают аналогичные западные системы. Из-за нового конкурента и передела рынков и разгорелась торговая война Запада с Китаем. Еще одним примером является автомобиль марки NIO, хотя вряд ли вы о нем слышали хотя бы краем уха. А он является китайским аналогом известной Tesla Model X. По данным агентства Bloomberg, технические данные NIO ES8 не только уступают знаменитому внедорожнику от Tesla, но и превосходят его в нескольких параметрах. Пока Tesla пытается ускорить зарядку, китайцы просто меняют аккумуляторы на заправках и не тратят время своих пользователей. А самое главное – цена в 2 раза ниже Tesla. Кстати, в Китае есть служба, которая спасет вас из автомобильной пробки. Они присылают 2 человек на мотоцикле. Один забирает вас, а второй остается вместо вас в вашей машине. И в этом особенность Китая. Они не рассчитывают на чистую и беззаветную любовь потребителя к своему бренду. Не брезгуют учиться у конкурентов, брать лучшее и дорабатывать чужую идею под свои нужды. Вернее, под нужды массового потребителя. Причем делают они это так быстро, как не делает никто другой. А вот то, что китайцы действительно хорошо копируют, и на это даже никто не обижается, так это европейские города и достопримечательности. Горнодобывающая компания China Minmetals решила повторить австрийский город Хальштадт и построила его реплику со строениями, почти идентичными оригиналу. В Китае есть копии уголков Лондона, Пизанской башни, Парижа с Эйфелевой башней и улочки в духе швейцарских или баварских городков. В Китае запрещено иметь больше одного ребенка в семье. Политика «одна семья, один ребенок» действительно имела место с 1979 года. Но все не совсем так строго. На мой взгляд, все было очень даже продумано. В городах можно было иметь одного ребенка. 2 разрешалось иметь в сельской местности, или если кто-то из супругов относится к национальным меньшинствам. Да, оказывается, китайцы не все одинаковые. В Китае насчитывают аж 56 национальностей. Самая большая группа – это ханьцы. Их 92%. Есть тибетские народы, монгольские, тюркские, тайские, мяо и так далее. Национальным меньшинством в сельской местности можно было воспитывать даже 3 детей. Также разрешали иметь 2-го ребенка, если оба родителя были единственными детьми в семье, или если первенец имел умственные или физические нарушения. К тому же не учитывалась многоплодная беременность. И детей, которые родились, так скажем, сверх нормы, конечно же, никто не отбирал. За них приходилось выплачивать штраф от 4 до 8 средних годовых доходов. Проще говоря, если хорошо зарабатываешь и можешь обеспечить, то можно рожать сколько хочешь. А еще до 2003 года вступающие в брак обязаны были проходить медицинский осмотр.
у психиатра, нарколога, дерматолога и фтизиатра. Сейчас он доброволен. На самом деле, довольно неплохо следить за тем, кто заводит детей, чтобы дети были здоровыми и обеспеченными. А как вам такие меры? Хотя, конечно, бывали случаи, когда женщины делали аборт или отказывались от детей, если ребенок был не того пола. Традиционно в Китае предпочитают мальчиков, как наследников рода. Но недавно Китай, как и многие развитые страны, столкнулся с проблемой старения населения. Доля пожилых, нетрудоспособных людей в общем количестве населения растет из-за низкой рождаемости и из-за растущей продолжительности жизни. В среднем китайцы доживают до 71 года. Поэтому сначала был полностью отменен запрет на второго ребенка, а в 2021 году разрешили и третьего. После того, как была зафиксирована самая низкая рождаемость. Всего-то 15 миллионов детей за год. Мое любимое. Китайцы спят и видят, как бы отобрать у России территорию Сибири аж до самого Урала. Как многие рассуждают, раз китайцев много, у них перенаселение, и они не помещаются у себя в стране и хотят отобрать наши территории и наши природные богатства. Китайцы тоннами вывозят наши сибирские леса и запрещенные товары вроде оленьих рогов. Но это же наша система позволяет им это делать. Мы сами им все продаем, причем за копейки. Если бы они завоевали Сибирь и пилили бы лес сами, вряд ли бы они сэкономили. Тупо на зарплаты своим больше бы потратились. Численность китайской армии в 2 раза больше российской – 2 миллиона 185 тысяч. Финансирование китайской армии в 5 раз больше, чем в России. На территории Сибирского федерального округа проживает около 20 миллионов человек. При гипотетическом захвате Сибири, мне кажется, больше всего времени китайцы потратят на то, чтобы тупо найти на такой территории нашу армию и местных жителей. У Китая и так 3-я по величине страна. Плотность населения всего Китая 140 человек на квадратный километр. Не так много. Плотность населения Москвы 4940 человек на 1 квадратный километр. Плотность населения Пекина, как думаете, насколько больше Москвы? 1302 человека. В 3,5 раза меньше. В китайской армии служат не только люди, но и гуси. Правоохранители утверждают, что пернатые служат гораздо эффективнее собак. Гуси агрессивны, обладают очень острым зрением, и любой, кто имел с ними дело, знает, как громко они гогочут. При этом ничто не может заставить их замолчать. В отличие от собак, они не так падки на приманки. К тому же гуси очень храбрые птицы. Они готовы атаковать любого чужака, который зайдет на охраняемую территорию. И пусть они не смогут причинить ему существенного вреда, но всю округу на уши поднимут точно. Дачникам на заметку: заводите сторожевых гусей. Также в китайской армии есть голубиные войска, в которых насчитывается больше 10 тысяч почтовых голубей. Они придут на помощь, если высокие технологии подведут и выйдут из строя, и мы останемся без электричества, как без рук. А китайцы – продуманные черти. Но правда в том, что Китай абсолютно не заинтересован в войнах с кем-либо. Еще когда существовал Советский Союз, в решениях Коммунистической партии Китая было провозглашено, что современная эпоха – это эпоха мира и развития. И сейчас Китай уверенно стоит на этой дороге. Война – последняя вещь, которая им нужна. Экономическая экспансия может быть, но не война. Еще одна страшилка утверждает, что в Китае коррупционеров хватают и немедленно расстреливают на стадионах при большом стечении народа. Причем частенько такой подход вызывает у россиян одобрение. А расстрелы на стадионах начали практиковаться в Китае в 60-е и 70-е годы. Несмотря на это, коррупция до недавних времен там была ужасающих размеров. Были показательные аресты, расстрелы.
но своих обычно не трогали. Из-за этого часто случались восстания. Китайцы вообще очень возбудимые и легкие на подъем ребята. Вся история Поднебесной – это постоянные крестьянские восстания. Ситуация несколько изменилась, когда к власти пришел нынешний лидер Си Цзиньпин. Надо сказать, что это человек из бедного региона с очень сложной судьбой. Познав в детстве нищету, он поклялся посвятить всего себя борьбе с бедностью в Китае. И у него это действительно получается. За 2020 год зарплаты в сельском хозяйстве выросли на 23%. Когда впервые в 1969 году Си Цзиньпин приехал в Пекин, чтобы учиться, он был схвачен за дезертирство из сельской местности и отправлен в трудовой лагерь. Вероятно, там он и научился ценить человеческий капитал превыше финансового. В прессе отмечалось, что за несколько десятилетий политической деятельности имя Си Цзиньпина ни разу не было связано с участием в коррупционных скандалах. В этом вопросе он абсолютно чист. При Си Цзиньпине коррупционеров больше не расстреливают, хотя по-прежнему казнят убийц, насильников и террористов, а их органы часто используются для пересадки. Тем не менее, в 2014 году был выдвинут лозунг: или Компартия победит коррупцию, или коррупция победит Компартию. За следующие 3 года было осуждено около 1 миллиона чиновников. Их приговаривают к смерти с отсрочкой на 2 года, потом ее продлевают. Фактически это пожизненное заключение. Главное, что это не разовые акции, борьба системная. Она охватывает всю страну вплоть до деревень и идет по всем известным правилам. Народ это знает и поддерживает. Китайская PetroChina – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Но зарплата главы PetroChina в 115 раз меньше, чем у главы нашей Роснефти. Недавно в Китае официально завершилась кампания по расследованию приватизации, проведенной там в 90-е годы. По итогам расследования 4082 акционера были лишены имущества и осуждены на пожизненное. Теперь они трудятся в лагерях на благо народа. Аналогичное наказание получили больше 6000 чиновников, устроивших продажу госимущества. Еще до 15 тысяч получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, проявившие преступное бездействие. В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводов и фабрик на общую стоимость $20 триллионов США. Согласитесь, неплохая борьба с коррупцией. И ведь вовсе без расстрелов. В Китае ужасная цензура, а китайцы не имеют доступа ко всеобщему интернету. Цензура в Китае действительно есть, но она не так тотальна и всесильна, как мы привыкли рисовать это в своих умах. Хотя все внутренние иностранные сайты проходят через специальный фильтр под названием «Золотой щит» или «Великий китайский фаервол», который действует с 2003 года. Там запрещен YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp и даже Tinder. Вместо них работают китайские аналоги. Но китайцы не дураки. Они прекрасно знают, что такое VPN и как он работает. И если кому-то вдруг захочется почитать Twitter или посмотреть YouTube, китайцы это сделают. Критика главы государства, политических лидеров и каких-то решений жестко пресекается с помощью различных программ распознавания текста и изображений. Однако блогеры находят выход с помощью намеков и иносказаний. Например, они использовали образ Винни-Пуха из-за некоторого сходства с руководителем страны. В результате на территории Китая запрещено любое упоминание Винни-Пуха. Кроме того, запрещено публиковать изображения китайских паровых пирожков. Тоже после того, как Си Цзиньпиня сравнили с таким пирожком. Итак, на протяжении многих лет идет такая игра в кошки-мышки. Власти постоянно расширяют список запрещенных слов, а пользователи придумывают новые ассоциации, чтобы обойти эти ограничения. Кроме того, в 2013 году появилась ответственность за публикацию недостоверной или ложной информации. Один китайский врач Ли Вэньлян
пытался предупредить коллег о некой новой инфекции в стране, которая очень похожа на вирус атипичной пневмонии. Его вызвали на допрос, и он был вынужден официально, публично признать, что он виновен в публикации недостоверной информации. Информация оказалась достоверной. И сам Вэнь Лян скончался от той самой инфекции, о которой он пытался всех предупредить. А теперь самая главная мысль. Основная задача цензуры состоит не в том, чтобы убрать или удалить все запрещенное. Например, в социальных сетях блокируются ссылки на произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и «1984», с которыми многие соотносят происходящее в стране. Но в то же время никак не ограничивается продажа этих книг в обычных и в интернет-магазинах. В Шанхае их приобрести не сложнее, чем в Лондоне или Москве. Правительство не слишком ограничивает доступ к информации для образованных слоев населения. Но это и не нужно. В магазин за бумажной книгой пойдет уже не так много людей. Главная задача, чтобы основная масса населения потребляла правильный и одобренный контент из местных ресурсов. Надзорные органы гораздо больше волнуют поведение и предпочтения среднестатистического человека, а не узкого круга интеллектуальных элит. Суть не в том, чтобы граждане Китая не смогли понять основную идею 1984, а в том, чтобы подобных граждан было слишком мало для того, чтобы стать угрозой режиму. Китай старается не закрывать крышку слишком плотно, чтобы избежать оглушительного хлопка народного недовольства. Многие верят, что современный Китай – это коммунистический кошмар, который стоит на пороге развала из-за тирании партии. Некоторые западные журналисты утверждают, что Компартия угнетает китайский народ, и в ближайшее время это приведет страну к экономическому краху. Правда, как это часто бывает, находится где-то посередине. Да, есть цензура, да, есть проблемы. Но Китай довольно хорошо ведет свои экономические дела, даже несмотря на глобальный экономический кризис. Экономика и ВВП Китая растет, зарплаты растут, с коррупцией борются, страна развивается в плане науки и технологий. Пока это будет продолжаться, госпереворот им не грозит. Никто не просит китайцев потерпеть и пожертвовать своим настоящим ради мифического будущего и роста ВВП. Коммунизм в Китае остался, пожалуй, только в названии. Это капитализм. Пусть и называют они его социализмом с китайской спецификой. Реформы оказали существенное влияние на все сферы жизни китайского общества, особенно на юге страны. Современные города, которые были отстроены чуть ли не с нуля. В некоторых городах полностью электрифицирован транспорт, достигнуто гармоничное слияние природы и архитектуры, созданы новые средства высокоскоростного транспорта между регионами. Сейчас там поставлена задача достигнуть уровня Сяокан, среднего уровня зажиточности по мировым стандартам. И выглядит все так, что эта задача будет достигнута. Кстати, еще один интересный факт, связанный с древними традициями Китая. В Китае до сих пор живут пещерные люди. На протяжении 4000 лет в Северном Китае люди жили в пещерах, известных как Яодун. Сейчас до сих пор в них живет от 30 до 40 миллионов китайцев. Некоторые пытаются связать это с крайней бедностью населения, но на самом деле это просто традиция. Пещерные дома с гордостью передают по наследству, ухаживают за ними и украшают. Китайцы говорят, что в них очень комфортно жить. Они сейсмоустойчивы. Летом там прохладно, а в зимние месяцы наоборот тепло. Пещеры могут образовывать целые города. Во многих из них есть современные коммуникации, электричество, водопровод и интернет. Такая трехкомнатная пещерка с удобствами площадью 70 квадратных метров может стоить около $50 тысяч. Как по мне, так это лучше, чем однушка в Человейнике. Как видите, каждый слух имеет под собой почву. Но, как говорится, у страха глаза велики. Современный Китай
уже не то государство, которое было даже 20 лет тому назад, а тем более при Мао Цзэдуне. Наши обывательские представления о Китае сильно устарели. Ставьте лайк, если узнали про Китай что-то новое, и подписывайтесь на канал, чтобы узнать про другие страны. До скорых встреч!